Приветствую вас всех! Ну а сегодня у нас прогулка по простой улице. По улице, где живут обычные японские люди. Давайте посмотрим, в каких домах они живут. И вообще, что есть на улицах Японии. Поехали! У нас уже последние деньки осени. Уже все в листьях. И уже на следующей неделе нам обещают каждый день дождь. Префектура Ниигата отличается от Токио чем? У нас много дождей и снега. За счет этого у нас вкусный, в нашей префектуре очень вкусный рис. И он этим очень знаменитый. Ну а сейчас давайте посмотрим, какие дома в Японии строят обычные люди. Обычные японские люди строят дома в молодом возрасте, конечно. И в течение почти всей жизни, 35 лет, выплачивают кредит. Центр Ниигаты земли, естественно, намного дороже, чем если чуть-чуть отъедешь от него на 10 или 15 километров. Этому дому, наверное, где-то лет 15, максимум 20. Ну а этому уже лет 30. Но вот с этой стороны 2 года назад его построили. И, кстати, там вон подальше идет стройка дома. Сейчас новые дома в основном идут белого цвета. Скорее всего, это идет из-за того, что летом, когда темный дом очень сильно нагревается, он-то и светлый нагревается, а темный тем более. Вот темный дом. Как правило, в Японии двухэтажные дома. Есть одноэтажные, есть и трехэтажные. Но, как правило, трехэтажные, это значит внизу, скорее всего, парковка. Земля дорогая, например, и мало ее земли, то они строят внизу парковку, а уже следующие этажи жилые. Но этому дому где-то года 3. Одноэтажный. Это вот так он выглядит с входной стороны. Расшивка дома, в принципе, не дешевая. Парковка обязательно с крышей делают. В нашей префектуре очень много идет снега зимой. Без крыши никак. Красиво, аккуратненько, новенькое, прям все видно. Большой дом. Но вот эти два дома, их 2 года назад построили. У них облицовка дома
прошивка, или как она называется по-русски, извините, я не знаю. Не дешевая. Когда не дешевое это покрытие, или как сказать, дома, то ты, значит, через 10 лет тебе не надо заново красить его или делать ремонт. В Японии, как правило, старший сын, только старший сын, первый ребенок, живет с родителями, и он в дом приводит невесту. И эта невестка с его мамой и папой обязана жить в его доме. Но уже в последнее время стали строить дома на 2 семьи. Нисытан называется. Либо с левой стороны одна дверь и с правой, и у них этот дом перегорожен, а может быть есть дверь, через которую они ходят друг к другу. А может быть нет двери. Это уже на их личное решение. Но нисытанов очень много появилось у них, потому что из-за свекровок очень много разводов. У них это из поколения в поколение. Если невестка приходит в дом, то она обязана полностью подчиняться маме и его маме, делать все то, что она говорит. Но если молодые люди построили дом и забрали маму к себе, то в этом случае должна мама слушаться невестку. Вот такие у них национальные законы. Правила, конечно, а не законы. Но уже, как правило, молодые пары постепенно стали понимать, что лучше отдельно жить. Я тоже за это. Давайте еще посмотрим, какие есть дома у них. Вот если вы видите, этот дом на 2 семьи. 2 двери входные есть. Обязательно. Или с правой стороны старики живут, а с левой молодые, или наоборот. Смотрите, это не дом, это скорее всего какая-нибудь, может быть, беседка. Смотрите, как красиво, и вход даже. Фу, каза. Может быть, это какое-то заведение. Красиво. Угу. Сейчас посмотрим, здесь написано. Так это репетиторство для детей. Здесь они учат японский, математику, английский. Ну а это апартаменты, или здесь можно снять квартиру. Но снять квартиру, если вы иностранец, поверьте, да и не только иностранец, в Японии обязательно нужен гарант. Гарант на все. Квартиру снимаешь — гарант. Деньги в кредит берешь — гарант. Строишь дом — гарант. Квартира, если у вас нет своего дома, то снимаешь квартиру. Это красивые, я вам скажу, но есть, конечно, и очень старые. Вот этот домик хороший, большой, очень большой, двухэтажный, красиво сделано. Это старые апартаменты или квартиры. Где-то, наверное, 30-35 лет назад были построены.
Ну, это старый дом. Лет 40, а может быть уже 50. Ну вот, смотрите, это тоже дом. И в нем тоже живут. Японцы так же, как и мы. Есть бедные, есть богатые, а есть средние. Но вот это очень старый домик. Но там в нем живут. Но этот дом, это чисто японский стиль. Очень-очень большой. Видите, даже огорожение идет. Забор так называемый. Под японский стиль. Красиво сделано. Наша прогулка закончена. А вы пишите комментарии. Мне это очень важно. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока.